Привет, друзья! Это мое новое видео, и его я хочу посвятить путешествию. Как мы знаем, сейчас во всем мире ограничения, и улететь куда-то не так уж и просто. Для этого нужна очень веская причина, особенно если вы летите во Францию. И эта причина у нас есть. Как вы помните, в прошлом видео мы с вами завоевали путевку в полуфинал европейского кубка CEV. И вот послезавтра, именно во Франции, в городе Марсель, будет проходить первый матч полуфинальной серии. И я хочу вас взять туда с собой. Покажу вам нашу жизнь, наш переезд, наш быт, подготовку, эмоции, все то, что мы так любим в профессиональном большом спорте. Беру вас с собой, и начнем мы с упаковки с чемодана. Пойдем собирать вещи и начнем эту поездку уже сегодня. Итак, что мы имеем? Два чемодана, большой и маленький. Спрашивать, где чей, я думаю, не имеет смысла, да, Федь? Конечно. Ты ненужных вещей наберешь, как всегда. Хорошо, главное, у вас все нужно, Федя. Так, у нас, как вы знаете, есть комната, где у нас лежат и живут все вещи. Очень удобно. Взял с диванчика или с сушилочки и положил непременно в чемодан. Чем мы сейчас и будем заниматься. Сумки практически собраны, этот процесс занимает у нас очень мало времени. Как говорится, схема отработана, мы знаем, что нам нужно. Самое главное — положить игровую форму, кроссовки, наколенники, а все остальное, если что-то забудем, всегда можно купить. Это сумка Федора. Смотрите, у него, кстати, есть колесико. Он просто в разобранном виде, у него новый челлендж. Потом расскажем вам, чем он занимается, очень интересно. Это сумка моя, она побольше. Специально беру ее для того, чтобы у меня все всегда помещалось. Кроссовки, наколенники, топы, носки, тейп, ножницы для тейпа. Этот ремень мне нужен для мобилизации моего тела, отдельных его частей. Здесь тренировочные майки, пижама, костюм, парфюм. Косметичку обычно кладу всегда с утра, когда умываюсь, уже все запаковываю. Здесь у меня вещи на завтра, в этом мы полетим. Это наша кофта, поло, штаны. Команда всегда выглядит одинаково. Летим мы всегда в одной и той же одежде, чтобы чувствовать себя настоящим кланом. Ну и все. На этом мы заканчиваем сегодня нашу подготовку. Завтра выезд в 5 часов утра, очень ранний. Сегодня у нас есть полдня побыть дома, заниматься своими делами. Ну и увидимся в завтрашнем дне. Друзья, у нас 5 часов утра, и мы выдвигаемся. Федь, 5 утра я себя снимать не буду. Доброе утро, так что... Почему ты хорошо выглядишь? Ты будешь за меня отдуваться. Поехали. Все, мы приехали. Мы уже в аэропорту, вся наша команда здесь. Вынуждена носить маски, поэтому закрываю лицо. Надеюсь, вы меня слышите. Раннее утро, все хотят спать, конечно, сказывается. А эта парочка досаждает друг другу все время. Тань, как ты не была во Франции? Олеся, я не была во Франции, даже в Париж не ездила. Как ты думаешь, кого надо спросить? Почему я не была во Франции? Почему ты не была во Франции? Не знаю, муж.
все там около Эйфелевой башни целуются. Все впереди, значит, Татьяна. Не переживай. Ты была во Франции, Юль Денис? Везде. Никакого отношения не имеет. О, из YouTube канал. Yes, Таня никого не учил таким словечком. of course. Even Yul Deniz was in France. Really, in Paris? You was? You were? You were. Koşarlar. Юль Денис were in Paris. 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 Париж. Me no, canım. You have to say Yes, I must. Наши тренеры. Thank you. Для того, чтобы влететь во Францию, мы должны сдать тест на коронавирус. Вчера мы все сдали, все негативные, слава богу. Вот, проверяют документы. Только после этого можно будет регистрироваться. Хочу вам рассказать одну важную вещь, что мы сдали тест на коронавирус вчера. Сейчас вот мы его показываем в аэропорту для того, чтобы лететь во Францию. И по прилету в гостинице мы сдадим еще один тест. И если хотя бы один человек у нас будет с позитивным тестом, то мы остаемся во Франции. Да? Все? А, не все? Only who is positive stay in France or all together? А, no. Only one? No, I don't want to stay alone. Я всегда выбираю место у окна для того, чтобы поспать. Всегда есть возможность прислонить свою голову к стене и уснуть. Даже если, как сейчас была ситуация, нас зарегистрировали около аварийного выхода, но я должна была сидеть посерединке, я выберу все равно окно. Между комфортом для ног и вариантом удобно поспать я выбираю сон. Вы, Федерико? Я в бизнесе. А Федор летает бизнес-классом просто. Достаточно много людей в аэропорту. Раннее утро, и все спешат куда-то улететь. Нужно опять показывать тест на ковид, что у нас все в порядке перед входом в самолет. Кажется, уже 20 раз показали, но нет, нужно еще 21 раз тоже показать. Зато мы знаем, что у нас нет температуры, и то, что у нас нет ковида. Я столько в жизни своей не проверялась, сколько сейчас проверяемся. Федя, ты что, не в бизнесе? Нет, тебя не посадили? Я сейчас в лес схожу и приду. И вернешься, да? Ну ладно. Дарю. Ну что, мы уже в самолете. Нам хорошего полета и увидимся во Франции. Алёнь, как прошел твой полет? Bonjour. Бонжур, браво! Lizzie, how was your flight today? Perfect. It was perfect. I slept, I listened music, and we arrived. Everything is so good. Perfect. I'm so happy. Are you ready for fresh croissant? Yes. I'm ready for croissant, cheese. But you have practice, Janam, first of all. Who cares? Meeting. After the practice, after maybe I will This give you one morning, croissant. first time tomorrow morning I will do first time breakfast for just croissant and cheese, Okay, French cheese. okay. Hello. What are you doing now? Make a good video for YouTube channel. A little bit makeup, just this. You don't need. I'm perfect.
Okay. I'm happy. I'm happy to know Italia. Thank you. Ciao. Ciao. See you in practice. See you in another life. Another life. Немножко ветрено, да? Да. Легкий морской бриз. Coach, hello. How was your trip? I will take you. Thank you so much. Yes. No, I don't know what I can say. I have no chance. You take my camera. What do you Go think? with the bus. Okay, go. No, it's windy. first about windy, I'm gonna ask you. What is your first opinion about the weather in Marsilia? Amazing. Amazing. It's nothing. Yes, It's warm. only windy. Warm because I don't need to use jacket. It's mean warm, but so windy. Yes. Let's go to the bus and let's meet there. Thanks. Мы прилетели в Марсель и сейчас едем 2 часа на автобусе до города Béziers. Команда нашего оппонента, противника, называется также. И после этого мы приезжаем в гостиницу, оставляем наши вещи, идем на обед. После обеда немножко, там часик отдыхаем, идем на собрание. И после этого выезжаем уже на тренировку. Такой режим профессиональных спортсменов. Bravo, Kosha. Браво! Do you understand something? Best Russian ever. Just I wanna eat croissant. And don't leave you, Kosha, да? Croissant. Kosha, I have one question for you. I'm ready. After our game against Dresden, why you put my ass on video? Because it's lucky ass, you know, it's so sweet. I know you like it. I so like it, and I want everybody enjoy, not only me. I will show Atlas these memories, you know, look, your mother was a volleyball player and now like, oh, look also He will mommy's proud, ass. believe me, he will proud. Я хочу сказать важную... Я хочу! Да, я! Я хочу! Окей, я хочу сказать важную вещь. After I will translate in English. В российском чемпионате такие перелеты и такие передвижения вообще норма. Каждый выезд, он заключает в себя полет на самолете, может быть даже на 2. И поэтому для меня это вообще норма. Для девчонок, которые играют всю жизнь в Турции, это тяжелое испытание в любом случае, потому что это дорога, ты устаешь. И я, если честно, тоже немножко уже привыкла за те годы, которые играю за границей, что летать никуда не нужно, по Турции мы перемещаемся максимум на автобусе, и это просто сохраняет максимум нашей энергии. That's why you can play until 36. Yes, here in Turkey I can play until 38 maybe. I think 40. 40. You can play until 40. Guys, come to 36 and think again. Yes. And also make one baby also. Yes. Yes. Come to 18 and think again. I love myself. I'm too perfect, yeah. And your job. We are so perfect, yeah. Fuck the job. We are just so perfect. The person. Okay, for this positive moment I should stop. Oh my god. Айде, две бабушки. Look, look, look. Easy. Мы приехали. Алюнь, знаешь, сколько мы были в дороге? 11 часов. Hello. Thank you. И сейчас будет рум-тур. Покажем, где мы живем и как живем. Thank you. Thank you. Опа! Наш маленький красивый номер. Что у нас за окном? Ничего. А за окном маленький какой-то дворик. И наконец-то можем разложиться, снять вещи, снять маски. Но, правда, ненадолго, везде нужно быть в масках. И пойдем сейчас на обед.
Кубка. Salad and rice. Супер, I wanna the same. Милюш. Салат, помидорки, авокадо. Мясо, которое я не ем. Мой обед на сегодня. Рис, авокадо, салат, помидорки. Девушки тоже кушают. Сразу после обеда сдаем тесты. Сказал, кровь сдаем. Теперь в нос. Нили. It's too much, no? Нили. Это самый глубокий тест на корону в моей жизни. Боже, мне кажется, там точно что-то можно найти. Давай, Таня, готова? No, just nose. Sade burundan mı? Evet. Sonra onu bir suyla karıştırıyor. My teeth. Oh dear. It's really too much. Ты точно знаешь, что ты готов, да? К такому нас не готовили. Я бы сейчас сказал бы плохое слово какое-нибудь. Так, ну что, можно подвести итог прошедших половины суток, 11 часов из которых мы были в дороге. Но так как в Европе время на 2 часа назад, то у нас появилось 2 часа лишних для того, чтобы отдохнуть. Мы пошли на собрание. На улице очень такая пасмурная и дождливая погода. Берен всегда раздает нам листочки перед собранием. Спасибо. Пока еще чистый лист, но в скором времени придет тренер. Будет нам вот здесь рисовать, показывать, а мы будем записывать все тактические действия, всю нашу систему игры против завтрашнего соперника. Вот именно девочек, которые будут играть завтра против нас во французской команде. Вот их состав, стартовая шестерка. Будем готовиться. Gizi, are you ready? For understand our opponent. I don't need to understand. You should understand. You always ask the question that you know the Bronca. answers, you know, like you know what she's gonna say. But Kosha, you have to understand how you will block. So I have to see you and I have to go to my position. So I don't need. I'm depend on you. So. Okay, go home. Go to the hotel, have a snack, coffee, cookies. This is good idea, yeah. Okay, I'm going. Суслі. Hello, Kosholov. Hello, Нелюш. Hello, Нелюш. Could you have a chance to watch our opponent before, or is it gonna be your first time? Of course I watched. Oh, you have some idea. Yes, Alde. Gizi, of course I'm professional. Fedor showed me in home everything. I need Fedor also. So why you are here? You also go to snack. I need you, canım. Can you help me, please? Look, Fedor. Fedor. 200 euro. Are you sure? I can give you other things. Also two. Also, there is two also. Celine like this. 100. Yes. Okay. I don't have any more questions. Yes, this is enough. Thank you. That's ISO. Rack it up, I gotta put Bravo, Gizi. I have to say goodnight to We have 1 minute. Илюша хочет сказать спокойной ночи своему сыну. Позвонить ему. For oxygen, take it. No, Gizi, it's your допинг. В таком зале мы будем играть. Красивый, уютный, маленький. Правда, очень уютный. Правда, потолки невысокие. Это значит, что нужно в защите подбивать так мяч, чтобы он не касался потолка.
А бывает удар такой силы, что отлетает очень высоко. Будем стараться контролировать. Вот флаг турецкий. Значит, завтра играем мы, команда Турции, и команда Франции. They keep in the real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't tryna be dependent. I need money never ending. I'm talking 100%. I need the owner, you rent it. Whoa, step in the spotty and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. Она говорит, мама помогает мне с реабилитацией и мой mental problem. Health coach. Coach? Me? I'm just husband. Hello. Don't be jealous. Я говорю, что она не завидует. Не, можно найти кого-нибудь. Русские парни, русские бактерии. Помогите Гизем. Надо спросить у него. Гизем, do you want Russian man? No. Yes. But please, mafia. Handsome, a good body, please. My Russian fans. I'm waiting your message. After match. Okay. Тренировка закончилась, девчонки тянутся, я уже потянулась. Идем мыться и поедем в гостиницу. Нас ждет ужин, еще одно маленькое собрание и будем отдыхать наконец-то. Потому что время, напоминаю, здесь 2 часа разница назад и получается у нас вперед, поэтому нам уже хочется немножко спать. Не привыкли так поздно тренироваться. Но ничего, к этому тоже легко адаптироваться. Say good night. Good night. See you tomorrow, Janam, in the new day. Bye-bye. Давай, Таня. Аля закрылась. Алюсь моя, Алюська. Говорит, не снимай меня. Я уже сплю. You cannot take her video without her makeup. Окей, я хочу There is сказать. some unwritten rules for Alicia. Все, Alicia, tell me if I'm wrong. Спокойной ночи. Аля, good night. Алюш, спокойной ночи. Увидимся завтра в новом прекрасном дне. У нас наступило доброе утро. Мы позавтракали. Спустились вниз. Федор. Наша. Ничего. Нихан, наша менеджер. Работает уже с самого утра. А мы готовимся к выезду на тренировку. Сейчас я ее сделаю. Давай. Reset. Браво, суде! 3-0. 3-0. Вчера Суде всем проигрывала, сегодня всех просто выносит. Всех. Браво, Суде! United. How are you? How did you sleep? Perfect, like baby. Perfect, me too. I'm Are you ready. ready for a big day? Yes. I'm gonna ask you. So, good morning, Koshalo. Good morning, доброе утро. What are you thinking about the breakfast? Did you have a good breakfast? Yes, I eat only fruits, but I am so happy. Usually in the hotel, sometimes we don't have fruits, but here we have amazing. Perfect. Kiwi, banana, orange, apple, pear. Yes, amazing. Because of that, I'm... Опа! Okay. Реклам пауза. Yes. Good photo. Опа!
Ah, otobüs geldi. Koşa. Oh, What are you doing? I make good memories. Ah, canım, okay. Did you walk? Yeah, yesterday you walk, huh? Yes, and today I hope we will win amazing game. We will win, of course. I hope. And tomorrow we have a free day. Not free day practice, but we will enjoy here Yes, more. canım, yes. Now concentrate. If we win, we can do anything. And eat everything. Anything. With everything. But first, fuck, we have to win. Наш соперник тренируется. Нили с кем-то болтает и тянется. Наша раздевалка. Bus driver found 5 euros in the car on the bus. Ну что, друзья, момент настал, момент выезда на игру. Мы готовы. Форма сегодня классическая, классические цвета моего клуба Galatasaray. Все настроены, все готовы получить удовольствие сегодня. И да будет так. Увидимся в раздевалке. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. I'm win, Janam, don't worry. Okay, You're so young. You're so young. No, Jan, you have a lot of years in. One more, okay. No, Janam, no. See you after the game. Are you? No, I'm not afraid, Janam. I'm lucky girl. Because of that, I close my camera and go to the game. Как сегодня наладилась погода, хочу вам показать. Вчера был дождь, мы приехали, пасмурно. А сегодня также тепло, но очень красиво, светит солнышко, чистое небо. Короче, классный день для того, чтобы побеждать. Все, скрещиваю пальцы и выезжаем на игру. Мы приехали после игры, и мы проиграли сегодня 2-3. И первый раз я разговариваю с вами после поражения. И, если честно, не очень легко, поэтому не снимала ничего ни из раздевалки, потому что все, естественно, были в себе, в собственных чувствах, хотя и очень сильно поддерживали друг друга. Сегодня мы поистине, как всегда, я обожаю нашу команду, потому что мы всегда боремся до последнего мяча. И проигрывать так... Ну, если можно так сказать, не так обидно, если бы мы встали и опустили руки. Поэтому я очень горжусь девчонками, очень горжусь своей командой за то, что мы идем вперед, идем к своей цели. Привет, друзья! Это еще не конец. И это видео я снимаю уже из Стамбула спустя неделю. И именно сегодня у нас ответный матч против команды Франции. Прошла неделя после нашего поражения, и ее мы провели в полной концентрации и нацеленности на наш сегодняшний результат. Выиграть мы должны 3-0, 3-1 для того, чтобы не было золотого сета, и мы намерены это сделать.
Я поздравляю нас. Мы в финале. Галатасарай сделал это. Мы сделали это. Вырвали победу со счетом 3-0. У меня невероятный заряд. Потрясающие эмоции, с которыми я хочу щедро поделиться с вами. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что были с моей командой. Победа была за нами, а это значит, что Галатасарай в финале. И это значит, что следующий наш соперник – итальянская команда Монза. Мы увидимся, может, совсем скоро. И я обещаю, что возьму вас с собой. Спасибо, что были со мной. Передаю вам теплый привет из Стамбула. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно чувствовать и видеть вашу поддержку. Увидимся где-то еще.